Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Сегодня будем делать утепление цоколя. Вам всем приятного просмотра. Поехали! Друзья, в этом году решено было утеплять цоколь дома. В доме имеется подвал, и я не хочу, чтобы он промерзал. Конечно, долго думал и искал, чем лучше это сделать. В итоге было принято решение утепляться термопанелями бренда Marob. Тем самым я убиваю двух зайцев. Это отличное утепление и, конечно же, готовый идеальный внешний вид. Термопанели выполнены из пенополистирола Knauf. Толщина возможна от 20 до 100 мм. И декоративное покрытие выполнено из легких бетонов, окрашенных в массе. То есть камень имеет однородный окрас. Благодаря этому компания дает длительную гарантию на материалы. Огромный плюс термопанели – это качественная теплоизоляция. Даже панели 20 мм существенно снижают теплопотери дома. Панели имеют высокую шумоизоляцию, а также водонепроницаемость, что защитит ваш дом от попадания влаги. И при всем этом термопанели имеют небольшой вес, исключая дополнительное укрепление дома. Я для утепления выбрал панели толщиной 65 мм, где пенополистирол 50 мм и декоративный камень толщиной в 15 мм. Друзья, если у вас ровные стены и фундамент, монтаж панелей не требует особой подготовки поверхности. У меня, конечно, был сильно искривлен фундамент, и мне пришлось его исправлять. В некоторых местах сбивал бетон с последующей шлифовкой. И даже на двух углах пришлось поштукатурить. Хотелось максимально ровных стен. Монтаж панелей, конечно, буду выполнять собственными силами, так как для этого не надо иметь два высших образования. Нужны минимальные познания в строительстве. Первое, с чего начинаю, это монтаж углов. Если ты выставил углы по уровню, будет у тебя все ровненько и вся стена будет ровной. Углы креплю на клей пену 60 секунд. Выставил, проверил на уровень и также перехожу на второй угол. Панели имеют чистую высоту 59 см. Цоколь же у меня поднят на 90, и поэтому мне пришлось отпиливать верхнюю часть, чтобы в этот цвет утеплить только цоколь. Как видите, пилится все элементарно при помощи обычной ножовки по дереву, так как это просто пенополистирол. Остатки же, естественно, я выкидывать никуда не собираюсь, они у меня пойдут на утепление моей мастерской на цоколь. На отрезанную часть также наношу клей-пену. Углы имеют систему паз-гребень и вставляются в замок. Второй ряд обязательно выставляем также по уровню, все проверяем с двух сторон. Далее беру капроновую нитку и натягиваю по первому ряду, чтобы первый ряд у нас был по шнурке. Ведь если все будет ровненько, то это, конечно же, будет красиво. И далее приступаю к монтажу самих термопанелей. Так как у меня осталось клей пена 60 секунд, я ее израсходую на весь первый ряд. Клей пену наношу по краям и по центру. Также клей пены прохожу все стыки на примыкание к углу. Первый ряд делается вообще элементарно, все хорошо стыкуется. Фундамент в земле у меня также утеплен пенополистиролом, поэтому примыкание термопанели к утеплителю также прохожу на клей пену, чтобы исключить дополнительные мостики холода. Монтаж термопанели выполняется очень быстро и можно делать это в одну каску. Так, друзья, подошел к углу, как видите, здесь целая панель не встает, придется немножко резать, но здесь ничего сложного нету. Вымеряем расстояние от одного края до другого и внизу, и вверху, и отмечаем на панели. Уровень использую как линейку, прочертил линии в местах реза. При помощи УШМ и диска по камню и бетону отрезаю, режется все элементарно, диском прорезаем камень в шахматном порядке. Далее при помощи обычного канцелярского ножа прорезаю сам пенополистирол. Теперь необходимо вытащить отрезанную часть и смонтировать ее на стену. Для удобства и чтобы не испачкаться, наношу клей-пену на стену. И наш отрезанный кусок встает на свое родное место, как будто он тут и был. Первый ряд одной стены закончен, смотрится, конечно, шикарно, просто бомба. Конечно, в местах реза нужно убрать пыль, невооруженным глазом ты никогда не увидишь, что здесь была не целая панель. До монтажа второго ряда необходимо вырезать проем под окно. Будущий проем размечаю при помощи уровня, также отрезаю при помощи УШМ и при помощи канцелярского ножа. По аналогии углов отрезаю 3 ряда, то есть 30 см от термопанелей. Обрезки также пойдут на утепление моей мастерской. Второй ряд и всю оставшуюся площадь монтирую на продукт Титан Профессионал. Клей для теплоизоляции ИС-13. Легкий в применении, быстро схватывается и главное не нагружает стены. Друзья, по технологии клей нужно носить на сами плиты. Но я немножко отступил от правил, так как я делал для себя и я делал как мне было удобнее. И так как я термопанель вставляю в паз и завожу ее дальнейший в угол, и в таком случае вся клейпена стирается об стену. При монтаже первого листа я это понял и, конечно, дальше наносил клейпену на стену.
Конечно, как видите, также использовал шторку, чтобы второй ряд также был ровным. Угол также выпилил по аналогии первого ряда, все получилось идеально. И смотрится, конечно, шикарно, как будто единый ряд кладки. Производитель на производстве заранее предусмотрел дополнительное крепление термопанелей к фасаду. В 5 местах заложены так называемые грибки, которые обеспечат дополнительную фиксацию к фасаду. После того, как закончил второй ряд, при помощи перфоратора и бура по бетону забурил в местах заложения грибков. Далее установил дюпель-гвозди и при помощи шуруповерта все прикрутил. Друзья, конечно, за кадром я проверил, без дюпель-гвоздей клей-пена держит очень хорошо, но для подстраховки лишним не будет дюпель-гвозди. Друзья, по аналогии выполнены, конечно, другие две стены. Единственное, что не было углов, потому что полторы стороны у меня закрыто пеноплексом. Там будет пристраиваться терраса, и прятать такую красоту под террасу нет смысла. А вот когда уже пристроится терраса, то цоколь террасы также утепляется термопанелями. Друзья, ну проделана большая работа, утеплил 3 стены, сделал я это всего за 1,5 дня в одну каску. Делается легко и просто, как говорил, не надо иметь 3 высших образования, все делается легко. А самое главное, смотрится это очень красиво, но есть еще несколько моментов, которые нужно доделать. На другой стене монтаж закончил таким образом, то есть когда пристроится терраса и пойдет дальше утепление. Дальше ничего не нужно придумывать и городить. Все стыки дополнительно пропенил, чтобы исключить все мостики холода. И как видите, все ровненько, все сделано по уровню. Также начал отделку откоса. Использовал обрезки от термопанелей. Также приклеивал их на клей-пену. Вверху приклеил целые 2 плитки. Внизу 2 кусочка не приклеил, потому что мне необходимо сначала установить отливы. А уж когда установлю отливы, то можно будет приклеить 2 кусочка. Естественно, нужно будет убрать остатки пены. Главное, смотрится это довольно-таки интересно, как будто так и задумано. Также немаловажным штрихом является затирка швов. Для этого буду использовать затирку для камня цвет белый. Замешивать затирку буду небольшими частями, чтобы можно было ее израсходовать в течение часа. Так как жизнедеятельность раствора 1 час. Наливаю тепленькой водичкой и замешиваю все при помощи строительного миксера. Саму затирку наношу при помощи кондитерского пакета. Наносится все элементарно просто. Нужна, конечно, сноровка небольшая. После нанесения 1 метра кажется, как будто делал это всегда. После нанесения затирки ей немножко нужно подсохнуть. И, конечно, цоколь смотрится сразу по-другому. Далее я использовал обычную кисточку, вернее оборотную ее часть. Нам необходимо срезать лишнее и при помощи кисточки все смахнуть. По итогу, друзья, получается вот такая красота. Смотрится, конечно, сногсшибательно. Во-первых, утеплено, во-вторых, очень красиво. Друзья, у нас проведена огромная работа, сделано все красиво, смотрится шикарно. Результатом я реально очень доволен. Кстати, по моей ссылочке в описании, по промокоду «Делай сам», вы можете перейти и приобрести термопанели со скидками в 5%. То есть прикольно, сразу можно немножко сэкономить денег. Кому интересно, все ссылочки будут в описании. Вам я хочу сказать огромное спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает. Если вам понравился данный ролик, обязательно палец вверх. Жду ваших комментариев под роликом, я на них обязательно отвечу. Вам же крепкого здоровья, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. До новых встреч, пока-пока.